Очередная новость, которую уже, наверное, нет смысла даже как-то какими-то эмоциями пытаться объять, потому что просто очередного мигранта ловят, который вообще в розыске по Интерполу. То есть меня интересует не то, что поймали, полицейские молодцы, что поймали. Я не понимаю ФСБшников, у нас пограничники вроде как к ним относятся, я не понимаю ФСБшников, почему они приезжают. Ну, хотя и ФСБшников я, наверное, тоже понимаю, они сейчас все силы бросили найти Анну Цамартову, которая просто своя гражданка, прекрасная, красивая спортсменка, чемпионка. Пошла погулять, зашла просто там, прогуливалась по берегу, зашла на территорию ведомственного санатория ФСБ, и много лет ее ищет. Куда пропала? Вот так. Так что сейчас ФСБ отмывают свои мундиры от истории Анны Цамартовой. Поэтому им нет до того, что приезжают просто диверсанты, бандиты, преступники, враги. У них ворота нараспашку, как говорится. А новость такая. Из России экстрадируют, а полиция их ловит. Так что полиция где-то здесь в каком-то смысле молодцы. Ну так всех не переловишь, когда ФСБ чем-то занят. Давайте заменять ФСБ кем-то. Ну то есть надо как-то границу-то, замок-то хоть ржавый, ну как-то хотя бы, чтобы внешне был прикрыт, да? Как, знаете, поломайте замок, ну так закрыть, чтобы воришки обманулись визуально. Ну как-то изобразить. Может написать на входе, на паспортном контроле. У нас полиция работает. Вы не смотрите направо и не смотрите налево. Она работает. Она там где-то. Где надо, там и работает. Да, как-то так. Ну, попытаться ввести преступников в заблуждение. Авось развернуться, полетят в какую-нибудь другую страну. Из России экстрадирован гражданин Турции, еще какое там преступление какое, находившийся в розыске по каналам Интерпола. Сегодня сотрудники тролливали, значит, вот МВД России, молодцы, и ФСИН тоже. Ну, и ФСИН, потому что им отдали его подержать. Внуку, значит, Трупарёва передали представителям правоохранительных органов Турецкой Республики, там сейчас битва идет, оттуда бегут. Но почему бегут в Россию? Там с бандами сейчас активного сражения, уже два нападения на школу, я бы не отвязывал, кстати говоря, от активной борьбы с организованной преступностью, но тут мои мнения. Гражданина этого государства, осужденного за преступление против половой, понимаете, несовершеннолетних. Нормально? Нормально, ФСБ? Вы чего вообще, нормальные? Вы кого в страну пускаете? Вот такой вопрос у меня рождается. По версии компетентных органов Турции, в 2017 году значит, злоумышленник совершил насилие, ну, сами понимаете, над кем. Он был осужден, однако скрылся. Как вы думаете, где он скрылся? А помните компанию Дюпон? Это промышленный гигант. Ее разгромили в США, она перетравила половину жителей США и половину Мирового океана. Фторэктоновую кислоту находили в рыбах в океане. Вы рыбку кушаете, а они и там потравили. Они слиняли из США, как вы думаете, куда? Где их бизнес начал процветать? Где какой-то товарищ ходил в желтом костюме с надписью «Дюпон»? Не помню где. Пишите. Кто помнит? У кого память получше? Интерпол ловит за такой кошмар, значит, а он, значит, скрылся за границей. Он не за границей скрылся. С таким преступлением просто за границей не скроешься. Он был в какой-то границе конкретной скрылся. Вот в какой? Понять бы и задать вопросы, да? Что? Уже ответили. В июне прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории города Казани. Вот и место обнаружили. Где оно? Где он, этот Эль-Рей? В феврале 26 года Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворен запрос. А он жил хорошо себе. Там что у нас по пропажам детей в Казани? Кстати, вот это тоже тут же параллельно проверять. Всех, как он туда попал, всех участников, соучастников, начиная от таможни, значит, и до самой Казани, всех, с кем вступал в контакт, все проверки полные надо проводить. Или нет, друзья? Ну, просто так, мне кажется, логично было бы. Все вокруг него заражено опасностью. Его в розыск подают. Почему? Потому что он опасный. Опасный для ваших маленьких. Это будет или просто выслали и все? И сейчас там человек 10 в розыске вечном, да? Что, ну вот, знаете, вот эти стенды, да, это пропавшие без вести. Они так и будут висеть. А вы его отдали. Молодцы. Хорошо. Я еще раз, мне можно хотя бы строчку о том, что была проведена проверка, фотографию, идет, рожь замотал. А что замотали, чтобы успел уехать? А что, если его опознает кто-то там в Казани? Не, вот серьезно, вот я задаю сейчас вопрос. У меня на ходу это рождается, вот такая картинка. Его ведут красиво, менты, серьезные, такие крупные ребята. Прям, да, что, с рожи снимите у него соплю, кто трусы на мордуленцу намотал? Что он в трусах на лице? Почему? Зачем? Что если его из Казани сейчас узнает какая-нибудь девочка, потому что он приставал на улице? Это еще в лучшем случае. Что? Почему? Значит, наручники мне показывают. В наручниках идет. Что дальше-то? Ну, наручники, и что дальше-то? Морда почему закрыта? Почему его не отдали распознавать? Может, его рано отдавать-то в Турцию? Может, он сейчас радешенек, да? Нет? Вот родился вопрос. Не знаю, у вас родился или нет, пишите и увидимся, честно говоря.